привет! Меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. На территории Российской Федерации постоянно происходят загадочные и таинственные события, многим из которых нет объяснения. Но многие события получают столь большой резонанс, что властям приходится вмешиваться. Нет, они вмешиваются не с целью разобраться в истинной природе происшествия. Поверьте, они обладают достаточной информацией и так. Они вмешиваются, чтобы скрыть правду от людей. Ведь правда, настоящая правда, она очень пугает. Сегодня я с вами поделюсь очередными секретными документами, на этот раз про всем известный Тунгусский метеорит. Поверьте, правда вас может шокировать. Как всегда, с целью безопасности все имена изменены, а документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Трое курсантов вошли в небольшое затемненное помещение без окон. Каждый из них испытывал определенное волнение в эту минуту. Продолжался курс специального обучения в рамках секретно-исследовательской программы «Открытое небо». Каждый из курсантов прошел специальную подготовку. В помещение вошел человек, одетый в гражданское, а именно в деловой костюм типа смокинга. «Приветствую вас, курсанты!» Трое парней, кстати, отнюдь не спортивного вида, вытянулись в струнку. От резкого движения с самого высокого парня слетели очки. Он слишком сильно вскинул голову. Пришедший мужчина, видя, как парень подслеповато шарит глазами по полу в затемненном помещении, подошел к нему. Поднял с пола очки и протянул их парню. «Курсант Егоров, нужно быть осторожным. Приведите себя в порядок». Егоров одел очки и что-то виновато пробубнил. «Итак, сегодня у вас выпускное, финальное задание. Вы все прошли подготовку и готовы к выполнению особых, специфических заданий, связанных с психической активностью. Я не выдаю вам задания. Вы должны интерпретировать его самостоятельно. Из тех мыслеобразов и форм, которые будут вам транслированы. Все готовы?» Парни нестройно ответили «так точно». Офицер, а разговаривать в таком тоне с ними мог только офицер, одобрительно кивнул головой. «Итак, рядовой Егоров, остаетесь в этом помещении. Рядовой Самойлов и Зелинский проходите в следующее помещение. После выполнения задания вам будет дано время. Изложите все в подробных рапортах». Когда Егоров остался один, свет был погашен полностью. Парень не подчинялся воинской дисциплине. Профиль был слишком специфический, не подразумевающий муштры. Он позволил мыслям течь свободно. Они рекой вливались в разум. Наступало время контакта. Точка отсчета и время экспозиции. Егоров присел прямо на пол, отодвинулся к стене и уперся в нее спиной, расстегнул ворот гимнастерки. Сейчас в мозгу сработает нужный тумблер, раздастся щелчок и все пойдет как по маслу. Он называл это временем X, временем, когда происходят чудеса. Эта способность была замечена им в детстве, а после продемонстрирована матери. Тогда он запросто прочитал ее мысли, даже самые потаенные. После, на беду или на радость, этот дар был раскрыт во время срочной службы в армии. И вот он здесь. Его заметили, отобрали и начали тренировать, пытаясь усилить специфические возможности. В голову вливались образы, наслаивающиеся геометрическими фигурами. Из них формировались нужные шаблоны и лекала будущей реальности или прошлых событий, о которых нужно было счесть информацию в рамках задания. В ушах ударили пульсации, шумело сердце. Егор почувствовал, как из носа потекла кровь. Теплая струйка потекла под носом, потом по губам и вышла на подбородок. Все было нормально. Из рапорта рядового Егорова Максима Андреевича, 19 лет. Я получил устойчивую мыслеформу о Тунгусском метеорите и об истинной интерпретации произошедшего события. Данные считаны из разума непосредственного участника события. Довожу их до вашего сведения в личных ощущениях, переживаниях и действиях непосредственного участника. 3 исследовательских корабля зависли на орбите голубой планеты. Существа, населяющие эту планету, весьма неуверенно выходят в атмосферу на сравнительно низкие высоты с помощью примитивных устройств. Пройдет еще не одно поколение, пока не начнут уверенно выходить в космос. Сначала у поверхности своей планеты, потом в их звездную систему. И не одна сотня лет, пока они освоят космические перелеты сквозь кротовые норы, червоточины и субпространство.
капитан исследовательского корабля, сидел за приборной панелью, активизируя легкими касаниями необходимые системы, контролируя показания приборов. Капитан Геракин, в настоящее время автоматические системы направлены на устранение неисправности витка тахионного двигателя. В этой системе мощная кавитация солнечных ветров. Капитан кивнул лысой головой, вполне человеческой головой, но только выстриженной под причудливый хвостик, спускающийся ровным клином на шею сзади. На ремонт понадобится от 15 до 18 оборотных циклов. Мы не можем так долго вращаться вокруг их планеты. Приказываю перенаправить зарядные системы на энергию их Солнца. Зарядимся солнечными ветрами. Энергии хватит на маневр и прорыв сквозь червоточину. В нашей системе мы сможем обойтись без тахионных витков. Служащий Варьяна сел в кресло управления. Через несколько секунд сросся с ним. Кресло впитало его тело, облачило в полупрозрачные оболочки. Такова была его участь, Варьяны. Только он обладал связью с биологической машиной корабля. Технология выращивания квантобиологических компьютеров основывалась на слиянии корабля и мыслящего живого существа. Но был в этом и существенный недостаток. Быстродействие живого мозга было неустойчивым и недолгим, поэтому Варьяна был вынужден вечно пребывать на корабле. Они не могли друг без друга. Варьяна подпитывал всю психику квантовыми силами, черпаемыми из самого космоса, а корабль питался ментальными силами Варьяны. Каждый навигатор жил не более 5-6 земных лет, а после его психика не выдерживала. О таких говорили «растворен космосом». Варьяна управлял своим кораблем уже 4-й год. Силовые мощности корабля были перенаправлены на поглощение солнечных ветров. Весь экипаж почувствовал это. Их глаза засветились радужным блеском. На кончиках пальцев конденсировалось статическое электричество. Капитан Геракина радостно улыбнулся. Все-таки эта система была перспективной. Не из-за населяющих ее примитивных существ, а именно из-за их основного светила, которое называлось древними предками космической цивилизации гордым словом «Ра». Все шло по плану, но вдруг произошло непредвиденное и ужасное. Из космической бездны проявился конусообразный челнок враждебной цивилизации. Минуя исследовательские корабли, он направился прямо к Земле. Варьяна начал трястись под оболочками, а Геракина склонился к приборам. Это они нашли нас, они вышли из черного спектра, нам не укрыться. В разум Геракины вливались мысли, образы и кинетические потоки ментальных волн с двух других кораблей. У нас нет оружия, подзарядка не завершена, это раиды. Раиды, они следили за нами, теперь знают об этой системе. Геракина поставил психические блоки и отсек панику. Они и так знали об этой системе. Мы находили их следы. Всем подготовиться к перемещению. Сознание в шаблона на родной планете. Я и Варьяна остановим их. Остальные готовьтесь к перемещению и уходите под пространство. Корабли вывести на самоуничтожение. В мыслях всплеснулся шторм негативной энергии. Геракина, мы не оставим тебя. Мы погибнем с тобой. Нас всех примет. Геракина поставил еще один ментальный блок, ему требовалась ясность мышления. Нет. Направьте свои корабли на Луну. Когда-нибудь люди этой планеты доберутся до них. Наши технологии станут им подспорьем. Я верю, разум победит, и они сами когда-нибудь достигнут нашей планеты и будут приняты в братство. Тогда они поймут суть своего происхождения. Готовьтесь к перемещению. Геракин поставил третий блок, когда увидел воочию, как два соседних корабля оттолкнулись от пустоты и медленно поплыли в сторону серой сферы Луны на орбите Земли. Геракин посмотрел на поглощенного кораблем Варьяну. Он понимал, что солнечная энергия не такая же, как энергия тахионов. Корабль не пойдет плавно, скорее всего его сразу же вынесет в подпространство и понесет с запредельной скоростью до тех пор, пока тахионный виток не остановит воздействие преобразуемой солнечной ионной энергии. Но этот резкий стремительный скачок мог бы сделать сам корабль, всю его массу оружием. Решение было принято. Варьяна, мы должны остановить их. Они разрушители миров и душ. Прочти мои мысли, Варьяна. Навигатор трясся под оболочками, но полностью отдавал себе отчет в том, что произошло. Через несколько минут они будут в атмосфере планеты. Сейчас или никогда. Варьяна! Мы пронесемся стремительным солнечным копьем и пронзим мрак в его поганое сердце.
Сейчас! Варьяна вскрикнул, и в этот момент корабль понесся к поверхности земли, на перерез боевому челноку злобных пришельцев. В последнюю секунду Геракин активизировал аннигилятор для того, чтобы расщепить все возможные обломки на составляющие молекулы. На невероятной скорости исследовательский корабль вбился продолговатым корпусом в конусовидный корабль зла. Взрыв частично был поглощен аннигилятором, но не весь. Катастрофа произошла в районе подкаменной Тунгуски. Впоследствии событие получило название как феномен Тунгусского метеорита, став загадкой для человечества. К сожалению, ни Варьяна, ни Геракина не смогли осуществить перемещение сознания, как экипажи других кораблей. Нужно было управлять кораблем до последнего смертного момента. Также Геракин и Варьяна не узнали, что Раиды давно знали о Земле и давно принимали участие в развитии человечества, прививая ему все самое гнусное и порочное, но не проявлялись явно. Возможно, именно сейчас была пересечена попытка явного проявления. Егоров моргал глазами. Он видел все глазами Геракина. Он чувствовал его ощущениями и эмоциями. Помаленьку приходил в себя. Пытался утереть запекшуюся кровь с подбородка и носа. Всю историю он изложил в виде рапорта и отдал контролеру, мужчине в деловом костюме. Отчет контролера инструктора. В ходе ментальных исследований получены устойчивые и неординарные данные только от одного курсанта, Егорова Максима Андреевича. Остальные курсанты не пережили испытаний из-за сильного, неконтролируемого ментального шторма. Рядовой Зелинский в течение 3 часов после контакта демонстрировал следы дебилии и ступора, затем скончался. Самойлов не смог вступить в контакт, погиб от одновременного инфаркта и инсульта. Что касается полученных данных, то выношу на ваше рассмотрение 3 тезиса. Тезис номер 1. Феномен Тунгусского метеорита связан не с проявлением природных сил космического характера, а с действиями внеземных цивилизаций, а именно бой космических кораблей. Кроме того, выявлена способность космической расы к сопереживанию и самопожертвованию. Одна из рас проявила враждебность. Это также является важным фактором. Тезис номер 2. На Луне в неустановленном квадрате расположены обломки 2 космических кораблей, вероятно, с телами мертвых инопланетян. Тезис номер 3. Наша цивилизация произошла от космической расы гуманоидных существ. Наша планета неоднократно посещалась ими. Возможно, на планете остались некие артефакты. Контролер дописал рапорт и шлепнул по нему штампом НИИ скрытых возможностей мозга и психики. 1958 год. Реализация лунной программы СССР «Луна-2». Варьяна погиб не сразу. Какое-то время его поддерживали психические мощности корабля, даже после смерти его тела. Связь была настолько мощной, что в моменты слияния могла проецировать образы в пространстве, за пределами явного мира. Во многих человеческих религиях это подпространство называется раем. Голос корабля был вкрадчивым и добрым. Варьяна, тебе не больно? Нет, неспокойно и хорошо. Я знаю, скоро наступит пустота, и я стану потоком энергии Ра. Нехорошо. Но чувство блаженства сменилось вполне осязаемой болью. Черные нити стали опутывать энергетическую оболочку пришельца. И золотистой она становилась синей, а затем и черной. Кто это? Корабль, что со мной? Прости, Варьяна, я ничего не могу поделать. Они хотят похитить твою душу. Прости. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайные доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.